Добро пожаловать на Пхукет, курорт мирового значения и один из самых красивых и разнообразных островов Таиланда. Этот остров привлекает не только туристов, но и экспатов со всего мира, которые выбирают его для жизни. Здесь вы найдете огромный выбор недвижимости, от уютных апартаментов до роскошных вилл. Хотите отдохнуть на белоснежных пляжах, исследовать древние храмы, насладиться местной кухней или окунуться в активные приключения? Остров готов удивлять вас на каждом шагу. Почему Пхукет – это остров, который так любят миллионы людей? Какие районы самые лучшие для жизни и отдыха? Расскажем в этом выпуске. Кто, как не местный житель, лучше всего может нам рассказать про ту местность, где он живет. Сегодня я пригласила для этого Олю. С Олей мы знакомы давно. И сейчас Оля нам расскажет, чем она занимается. А я все ссылочки полезные оставлю в описании к этому ролику. Пожалуйста, обращайтесь. Оль, привет. Привет. Оля из Краби – известная блогер, специализирующаяся на островах Краби и Пхукет. Топ-5 самых популярных экскурсий на острове Пхукет. Друзья, я рада вас приветствовать на первом в мире плавучем бич-клабе. У нас новиночка сезона 24-25. Конечно, новых островов мы не придумаем. Мы ездим на все те же наши любимые острова. Я переехала сюда 7 лет назад, вообще в целом в Таиланд. И я присоединилась уже к существующей компании. То есть эту компанию открыл мой супруг, но еще открыл ее в 2009 году. Боже, как далеко это Как было. это похоже, Да. там то же самое было. Изначально-то мы жили только в провинции Краби, вот, и только по провинции Краби у нас как раз-таки была организация экскурсий, трансферов, все, что нужно для отдыха, аренды яхт, машин и так далее. И открыли на Пхукете еще один офис. Теперь мы и здесь тоже организовываем экскурсии. У нас есть трансферы, машины классные, причем красивые, вип-встречи в аэропорту Пхукета, вип-проводы, яхты, катамараны, машины и так далее. То есть все, что нужно. Супер! Поэтому если вы планируете свой отдых на Краби или на Пхукете, пожалуйста, обращайтесь к Оле. Будем рады. Оле можно доверять полностью 100%. Моя рекомендация. Все ссылочки на соцсети оставлю в описании. Подписывайтесь. Почему Пхукет? Ну, на самом деле, вот именно в плане работы здесь действительно очень комфортно. Помимо работы, здесь еще очень классная инфраструктура. То есть вот именно для комфортной жизни здесь есть все. Я знаю очень много людей, которые здесь живут, экспаты, они тоже предпочитают Пхукет только из-за того, что здесь еще есть множество школ, потому что у многих есть дети. Вообще мы приехали сюда из Израиля. И в Израиле мы прожили, наверное, сколько уже? 20 лет. 20 лет? Да, 20 лет мы прожили в Израиле. У нас все было хорошо в Израиле. Я врач, я работал в больнице, я имел хорошую позицию в больнице, хороший карьерный рост. У моей жены была своя студия изобразительного искусства. В какой-то момент мы поняли, что мы хотим чего-то иного. Как бы моя работа позволяет мне работать из любой точки мира. То, что называется телерадиология. То есть это область медицины, которая занимается именно диагностической частью по СИТИ, по КТ и МРТ. Как только мы осознали, что хотим чего-то нового, и моя работа позволяет это сделать, мы и сразу подумали о Таиланде, поскольку в Таиланде мы были несколько раз до того, как мы приехали сюда жить. Мы здесь были как туристы без детей и с детьми, и когда мы сюда приезжали, нам было здесь очень хорошо. В том числе и на этом замечательном острове Пхукет. И мы решили переехать. Такое интересное изменение в жизни, которое касается не только меня и моей жены, но и детей. Это новая школа, при том, что здесь и очень качественные частные школы. Мы не только изменим качество нашей жизни, но и качество жизни для наших детей. Это одно из самых главных, пожалуй. Да. И с таким широким взглядом в будущее. А здесь, на Пхукете, например, сейчас очень открылось много международных школ, в том числе даже есть русская школа при посольстве. Ну, то есть здесь настолько все сейчас развивается и становится комфортно для жизни русскоговорящих гостей, правда. Много кружков для детей, и их становится все больше и больше. Очень много качественных мест, где детям интересно проводить время. И это все растет, развивается, и каждый раз появляется что-то новое. Центральная зона западного побережья Пхукета – это место, где соединяются комфорт и роскошь. Здесь расположены пляжи Лаян, Бангтао и Камала.
Лоян и Бангтао – это не только просторные участки земли, но и великолепные курорты, которые идеально подходят для тех, кто хочет проживать в окружении природы, но с высоким уровнем удобства. Камала же отличается более спокойной атмосферой, привлекая семьи с детьми. В этих районах хорошо развита инфраструктура, международные школы, спортивные комплексы, поля для гольфа, а также роскошные отели и жилые комплексы. Эти районы славятся своим высоким качеством жизни и удобным расположением, всего в нескольких минутах от аэропорта и популярных туристических зон. Комфорт, сочетание природы и развитой инфраструктуры делают их привлекательными для долгосрочных инвестиций. А как тебе район Бангтао? Там сейчас так активно все застраивается, строится очень много вилл, кондоминиумов. И там есть даже такой район на районе, да, лагуна, очень красивая. Он всегда был красивым. Он изначально строился как такой немного люксовый, скажем так, сегмент, в котором, внутри которого и люксовые виллы, и люксовые пятизвездочные отели, есть немножко четырехзвездочных, но все-таки это более такой высокий класс. И я считаю, что да, почему нет, у каждого должен быть выбор, да. Опять же, есть, я знаю, опять же, экспаты, которые живут в Лагуне, ну или там в районе Бангтао, то есть им там тоже очень нравится, и там тоже, кстати, есть школы, и там тоже есть и садики, ну то есть инфраструктура развита, и поэтому я не удивлена, что он застраивается. В Бангтао в этом плане как раз намного комфортнее, что там есть куда выйти. Даже вот эти Порта де Пхукет, Бот-авеню, это районы, в которых магазинчики, ресторанчики и так далее. Пожалуйста, вы можете доехать даже из любого отеля на Бангтао вот в эти точки и вечером там провести прекрасное время. Во-первых, то место, где я живу, оно имеет парки, оно имеет детские площадки, и у нас близко находится школа. Если мы хотим куда-то выйти, и нам не нужно ехать куда-то далеко. Самая, по-моему, длинная дорога, которая может занять на какой-то пляж, который мы любим, либо в Пхукет-таун, это полчаса в пробках, скажем так, если есть пробки. Не дольше. Да, не дольше. Поэтому эта концепция нам очень нравится, потому что, допустим, в Израиле, чтобы поехать куда-то развлечься, выйти из дома, нужно было ехать в Тель-Авив. Ну, да. Да, и это как бы в большие города. Здесь все достаточно компактно расположено. Северный Пхукет – это место для тех, кто предпочитает тишину и уединение. Пляжи Майкхао и Пхукет-Бич как раз подходят для такого отдыха. Майкхао – самый длинный пляж на Пхукете, и он отлично подходит для тех, кто хочет скрыться от шума и толпы. Близость к международному аэропорту Пхукета делает этот район удобным для тех, кто часто путешествует. Пхукет-Бич славится своими тихими водами и красивыми пейзажами. В этих районах нет излишнего туристического потока, но они привлекают тем, что здесь можно наслаждаться спокойной атмосферой и природой. Совсем рядом с этими пляжами расположены роскошные курорты и виллы, а также водные виды спорта, что делает их интересными как для отдыха, так и для инвестиций. Основополагающим фактором в выборе жилья это была близость к школе. Сначала мы переехали в другой дом, не в тот дом, в котором мы живем сейчас, тоже в районе Чилон. Это был очень большой дом с бассейном и со всеми сервисами. И за очень приличные деньги. Рядом со школой нам было там очень здорово, но и в какой-то момент мы поняли, что дети после нескольких недель в бассейне купаться не хотят. И мы сняли дом поменьше, в большом комплексе недалеко от школы, в котором, во-первых, учатся большинство одноклассников моих детей. Мы нашли там тоже комьюнити общаться, и русскоязычные, и ивритоговорящие. И плюс в этом комплексе он очень напоминает городок, в котором мы жили в Израиле. Он такой же зеленый, такой же тихий, с такими же замечательными тихими улочками, парками и детскими площадками. И это то, что нас привлекло. Мы живем в районе Чилонг. Вот на самом деле экспаты больше там базируются либо Чилонг, либо Бангтао. Вот этот район. У нас двухэтажный дом, мы его взяли в аренду. И
Ну, вообще мы задумывались о покупке, но здесь тоже есть, скажем так, да, ряд вот этих вот моментов по поводу иностранцев, как они могут владеть недвижимостью и так далее. И мы еще пока для себя, если честно, не определили, что мы хотим. То есть выкупать землю под долгую аренду и там строиться, либо мы будем жить в квартире. Но сейчас, когда мы живем в доме, вроде не очень хочется жить в квартире. Да, если я честно. понимаю. Вот, и мы в таком немножечко смятении пока. Мы хотим купить свою виллу. Опять же, мы пока не знаем, купить ее для того, чтобы в ней жить, либо как инвестиция. Чтобы сдавать и получать доход. Да. И, ну, мы пока размышляем, но то, что мы хотим купить, это однозначно. Если вам по душе активная жизнь и шумные пляжи, то южная часть западного побережья Пхукета – это то, что нужно. Патонг, Ката и Карон – самые популярные курорты Пхукета, каждый из которых имеет свои особенности. Патонг – это настоящий центр ночной жизни острова. Здесь всегда много людей, шумно и весело. Ката и Карон, напротив, обеспечат более спокойный отдых, но при этом здесь также есть все для комфортного проживания – отели, рестораны, магазины и развлекательные комплексы. Эти районы предлагают разнообразие – от ночных развлечений в Патонге до более тихого отдыха на Кате и Кароне. Вложения в эти районы оправданы высокой популярностью среди туристов, а также растущим спросом на аренду жилья. Знаешь, мы сегодня ехали по Патонгу, и мне показалось, что это как бы такой город на острове. Да, все правильно. То есть там такая какая-то городская инфраструктура, домики, кафе, даже свой централ есть, да, второй? Да, централ Патонг, он так и называется, и напротив него еще Джанг Цейлон находится, рядом еще Банзан Маркет. Ну, то есть, да, там такая, ну, я его и называю городом. Изначально у него же 5 улиц. То есть первые 3 улицы плюс-минус все застроены отелями, на 4-й улице там уже начинаются немножечко частных домов, 5-я улица, это которая уже с таким подъемом, там, по-моему, уже виллы начали строить, еще что-то такое. Да, то есть это действительно огромный город. И вот те люди, которым нужна супер насыщенная инфраструктура, а еще, возможно, чуть-чуть ночной жизни или не чуть-чуть, вот они выбирают, кстати, Патонг. Да. Здесь очень много открывается хороших ресторанов. И мелких кафешек с такой, допустим, русской едой, это как сырники, борщ и прочее. То есть те вещи, которые нам нравятся с детства, и они как бы здесь и имеют популярность. И когда меня там спрашивают гости, ой, а может быть нам взять, есть такая система питания full board, да, в отелях, это завтрак, обед и ужин. Я говорю, боже, зачем? Вот здесь такое большое количество ресторанов и разные кухни, тайская, пожалуйста, даже русская, да, много сейчас ресторанов, китайская, японская. Да, пожалуйста, любую выбирай, и каждый день ходи на разную. Зачем вы будете себя прикреплять к отелю, к которому еще надо будет каждый раз возвращаться? Вот, и поэтому я всегда всем рекомендую, кто на Пхукет едет, брать только завтрак. Доставка, это то, что здесь развито безумно круто, и нам это безумно нравится, но это есть, конечно, побочные эффекты. Ты можешь заказать любую еду из любого ресторана, из любого магазина, супермаркета и прочее, и это у тебя будет в течение получаса дома, и как бы у этого есть и отрицательные моменты, и лишний вес. Это отлично звучит, потому что я здесь 4-й день, я уже понимаю, что я чуть-чуть набрал. Нужно мотивировать себя лишний раз выходить из дома и вообще какие-то активности предпринимать, какие-то действия. Да, я дома себе построил поэтому спортзал, чтобы, если я вдруг не захочу выходить, чтобы это... Но как бы туда тоже надо ходить. Это дело привычки. Это дело привычки. Да. Действительно популярны становятся такие вот резорты а-ля апартаменты, где есть кухня, что люди приезжают, арендуют, пожалуйста, макро, пожалуйста, топс, покупают продукты и готовят себе полезные вкусные завтраки и, в принципе, на этом экономят. Да, ну не то, что даже экономят. Мне кажется, Таиланд это немножко не то, на чем можно сэкономить на еде, да, то есть если сравнивать ценовую политику, да во всем Таиланде, не только на Пхукете, можно найти достаточно бюджетную еду, да, потому что у них культ еды, сами тайцы ходят кушать там явно не стейк за 700-800 бат, да, они приходят там, поесть, например, тайский супчик, который стоит там в пределах 100-150, ну максимум 200 бат, и то для них это уже, скажем так, дороговато.
Вот, то есть я думаю, что больше вот апартаменты как раз рассматривают те, кто с детьми едут, потому что детки далеко не все и кушают, да, и деткам там нужно и кашки готовить и так далее. Ну и, конечно же, на лонгстей, кто приезжает, вот... Естественно, если я сравниваю цены на продукты питания, на жилье, на все, что необходимо любому человеку, то по сравнению с Израилем здесь дешевле, наверное, в 2 раза. Те гости, которые просто прилетают на зимовку, вот они из года в год, ну, не знаю, там, например, в своей стране или там, в своем городе, у них есть тоже сезонность, например, летом работают, зимой отдыхают. Да, они сюда прилетают на зимовку, и как бы, он говорит, а какая разница, что я буду на зиму себе покупать зимнюю резину, уже не норковую шубу, мне, говорит, то же самое выйдет здесь. Но при этом ничего покупать не надо. И в этом логика тоже есть. Если вы ищете спокойствие и близость к природе, Южный Пхукет – это отличное место для проживания. Чалонг и Равай – это уединенные районы, которые привлекают своей тишиной и природной красотой. Чалонг – это крупный морской порт, где находится знаменитая марина, с которой отправляются экскурсии по близлежащим островам. Равай – это традиционная рыбацкая деревня, где все еще сохраняется особый колорит местной жизни. Эти районы идеально подойдут тем, кто ценит тишину и уединение, но при этом не хочет отрываться от цивилизации. Несмотря на свою удаленность от крупных курортов, Равай и Чалонг предлагают большое количество уютных кафе, ресторанов и небольших отелей. Этот район привлекает любителей активного отдыха на воде, а также тех, кто ищет спокойное место для жизни вдали от туристического шума. Есть очень важный момент, который бы я хотел отметить. Это медицина. Сам как врач, то есть я знаю уровень врачей, уровень медицины в тех странах, там, где я бывал, где я жил. Когда мы ехали сюда, мы не знали, насколько здесь будет медицина другая. У меня было очень большим сюрпризом, что уровень врачей в частной медицине здесь очень высокий. То есть это врачи, которые учились, как правило, в Европе, в Германии, в Японии, в Штатах, в Южной Корее. И когда мы говорим, то есть, о каких-то медицинских материях, я понимаю, что уровень врачей здесь очень высокий. И как бы те медицинские услуги, которые я получал, они были на очень высоком уровне. Меня это очень приятно удивило и продолжает и дальше удивлять. Какие мифы мы можем развеять? Вот, например, вне сезон нет вообще купабельных пляжей. Это правда или нет? Нет, неправда. На Пхукете есть. Если мы возьмем такую восточная сторона, по-моему, острова, но я могу ошибаться, у меня немножко топографический кретинизм. Да, простите, пожалуйста. Так вот, есть такие пляжи, как Тритранг и Ауйон. Это изначально пляжи, которые находятся в бухточке. И там нету волн. Там даже в низкий сезон не бывает волн. А отели там есть? Да. И отели там тоже есть. Причем 5-звездочные, хорошие, с виллами и так далее. И единственный минус, скажем так, этих пляжей, это там очень сильно выражены приливы и отливы. Но это особенности. То есть, если вы изначально хотите покупаться, пожалуйста, вы приезжайте, но просто приезжайте, когда вода будет. Да, то есть уровень воды. Его всегда можно отследить. Есть же специальное приложение. Конечно. Да, то есть, чтобы просто не расстроиться, открывайте приложение, и есть вода там, не знаю, там, с 11 часов. Вот к 11 часам и нужно ехать. Смотрите в ближайших выпусках. Случилось то, о чем давно мы мечтали. На вкусное они оставили первую линию. Сейчас мы находимся на проекте Laya Resort. Дешевых проектов здесь нет. У нас теперь большие земельные участки на Бангтау. Мы за день не найдем ни одной квартиры в аренду. Значит, полноценная студия у моря. Вот здесь потрясающая вилла с огромным бассейном. Сегодня мы рады объявить в начале нашей совместной работы по продажам и управлению недвижимостью не только в Паттайе, но и на Пхукете. Восточное побережье Пхукета – это рай для тех, кто ценит морские прогулки и роскошь. Чалонг-Пирс с его мариной – это ключевая точка для морских путешествий и яхтинга на Пхукете. В этом районе находится несколько роскошных жилых комплексов, а также элитные рестораны с видом на море. Несмотря на то, что район находится далеко от основного потока туристов, он привлекает тем, что здесь можно наслаждаться уникальной атмосферой.
Для тех, кто ищет инвестиции в морские проекты или высококлассную недвижимость с видом на море, Чалонг и его марина – отличное место. Чистый воздух, красивые виды и возможность заниматься водными видами спорта делают это место еще более привлекательным. Ну, я лично люблю Нейхарн. Тоже экспаты меня тоже все поймут, потому что там всегда такая, не знаю, какая-то атмосфера, ну, не праздника. В общем, если даже на других курортах низкий сезон, на пляжах никого нет, то на Нейхарне всегда будут люди. Ну, то есть там какая-то вот тусовка, люди приходят в волейбол поиграть, кто-то с собаками гуляет, кто-то играет там на барабанах. Мне кажется, какая-то там немножко своя определенная жизнь, и сам по себе пляж там очень классный. Все это время, все эти 2 года нам очень хорошо. И нам, и детям, и у детей замечательная школа. Друзья у детей, у нас друзья. И большое сообщество русскоговорящих людей. Притом и, как правило, люди, которых мы здесь встречаем, с кем мы познакомились, это люди, которые умеют мыслить. Это люди, которые как бы имеют определенный статус в обществе. И, скажем так, мы нашли здесь много людей, которые с нами на одной волне. Тебе нравится здесь жить? Да, мне здесь очень нравится жить. Мне здесь очень нравится жить, и, наверное, как бы поэтому я переманиваю сюда своих друзей и коллег. Ну, у тебя сейчас есть возможность просто нашим зрителям, там, клиентам сказать вот свои пару слов о том, что ты думаешь вообще, порекомендовать или не порекомендовать. Друзья, все те, кто ищет чего-то нового, интересного, и все это в тропических условиях, где можно себя почувствовать в окруженным хорошими людьми, которые говорят с тобой на одном языке, которые имеют с тобой один вайб и могут общаться с тобой на одной волне, я очень рекомендую. И это все становится только шире, лучше и интереснее. Это то, что я чувствую, и я думаю, что любой, кто сюда приедет, я думаю, почувствует то же самое.